Привет, меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Сегодня я хочу с вами поговорить о тунисской мозаике. Тунисская мозаика – это мозаичное вязание крючком, все то же самое, что мы знаем, только не классическим крючком, а тунисским. Например, вот таким. Мы с вами тунисское вязание уже изучали. В моей книге «Цвет на крючке» мы вязали с вами, помните, подушки по кругу. Я всегда говорю, что тунисское вязание очень медитативное, потому что оно для меня напоминает такую игру на скрипке. Хоть я и никогда не играла, не держала скрипку в руках, но вот это вот прямое и обратное вязание рядов, захватывая петли и потом их провязывая, оно такое очень релаксирующее занятие, действительно медитативное, очень простое. Я решила попробовать, как себя поведет тунисский крючок именно в мозаике. Давайте рассмотрим сейчас на примерах и поймем все плюсы и минусы этой техники в нашем деле. Итак, начнем, пожалуй, вот с этого образца. Я старалась использовать простые геометрические узоры, чтобы не отвлекали они внимание от самой техники и от образца. Я не отпаривала, никакого ВТО не проводила, чтобы вы видели результат. Ну, собственно, мы видим главную особенность тунисского классического лицевого полотна – это закручивающийся внизу край, да и сверху тоже немножко. Почему это для нас минус? Потому что если мы будем вязать по прямой, то у нас, например, плед или ковер, то вот этот край будет нас, в общем, мучить. Какие есть варианты решения? Обычно тунисское полотно, связанное таким образом, обвязывают в итоге по периметру столбиками без накида. Иногда провязывают несколько рядов здесь изнаночных с помощью изнаночных столбиков. Есть еще один вариант, делают подгиб. Наверняка еще есть какие-то лайфхаки, но в любом случае надо быть готовым к тому, что из-за самой особенности провязывания тунисских столбиков у вас вот этот вот край будет немножко закручиваться руликом. Больше никаких минусов я, честно говоря, для прямой мозаики здесь не заметила, кроме, пожалуй, плотности полотна. Как вы знаете, тунисское вязание чуть плотнее, чем классическое. Вы это поймете на ощупь сразу, как только начнете вязать. Я бы не сказала, что это похоже сразу на ковер вместо пледа или на покрывало. Мы здесь можем регулировать плотность вязания, плотность полотна, как обычно, выбором пряжи и крючка. Для тунисского вязания выбирайте чуть тоньше пряжу, чем обычно, и чуть толще к ней крючок, чем обычно. Крючки я вам покажу в конце этого видео. Теперь плюсы. Главный плюс, безусловно, для тех, кто не любит обрывать в мозаике нить, здесь ее обрывать вам не придется, потому что тунисское вязание предполагает вязание как бы двух рядов. Сначала мы набираем петли, для этого, собственно, и нужен длинный крючок, а потом мы закрываем их и возвращаемся обратно к началу ряда. То есть это находка тех, кто так и не освоил поворотную мозаику, как я. Мне не очень нравится поворотная мозаика. А в данном же случае никаких мучений нет. То есть узор вы провязываете при наборе петель. А когда вы закрываете петли, вам не нужно смотреть на узор, это просто такой вспомогательный ряд. С изнанки выглядит как обычно полосками такими, но опять же в силу именно особенностей тунисского вязания, вот эта изнанка, она чуть более рельефна, чем при вязании классическим крючком. Кромочные я делала так же, как мы с вами делаем, провязывала справа и слева по 2 петли, получается такая вот полосатая аккуратная косичка. То есть, действительно, если вы не хотите обрывать нить, но хотите вязать прямую мозаику, безусловно, это для вас выход. Тунисская мозаика решит все ваши проблемы, если вы особенно грамотно подберете толщину пряжи и крючок. Я попробовала вот такой узор и попробовала чуть повафельнее. Я думала, что узор вытянется, как при поворотной мозаике. Он вытянулся, но не сильно. Абсолютно не сильно, не критично. То есть, мне визуально все нравится. Повторю, не отпаривала образцы, вы видите, как деформируется чуть полотно, но, опять же, не критично. Вязать в процессе было комфортно. Опять же, сейчас через некоторое время я вам покажу ключевые технические моменты. Этот образец вам покажу просто для того, чтобы вы понимали, какая еще есть техника, чтобы попробовать какие-то свои идеи. Тунис из центра вязать не получается, а вот можно вязать тунис от угла. Это тоже то, что я давно хотела уже освоить в мозаичном вязании крючком. Мне хотелось еще вязать от угла, и вот тунисское вязание позволяет это делать. В данном случае вот я начинала отсюда вязать и продолжила до этого момента, потом начала
делать убавки и пришла в итоге к противоположному углу. В чем здесь есть особенность? Классическим крючком тоже можно было бы так сделать, но там пришлось бы обрывать нить по концам, либо опять же вязать обрывной мозаикой, что я не люблю. Обрывать нить, прятать кончики не мое, оставлять их здесь мне не нужно было. А вот тунисское вязание от угла позволяет это делать без обрыва нити. По периметру формируется вот такая вот косичка. Немножко деформирован этот образец по диагонали. Он немножко вот так вот вытянут. Но если вязать такой квадрат и потом сложить его для подушки, то есть сложить его углами, да, вовнутрь, то это будет уже не критично абсолютно. Получится вот такой вот квадратный элемент, квадратная подушка. По технике вязания тоже было довольно приятно вязать. Если нужно, я потом отдельное видео по такой вот мозаике от угла тунисским крючком сниму. Просто сейчас пока нет такой возможности. Но обратите внимание, вот как самостоятельный элемент, я не знаю, если вы захотите вдруг квадратный ковер или плед, все-таки он потребует ВТО, чтобы не было вот этого вот вытянутости по диагонали. Но так в целом, ну, интересно получилось. Так что, возможно, стоит попробовать. Теперь давайте я вам покажу крючки. Для того, чтобы попробовать связать образцы, вам понадобится классический вот такой тунисский крючок, односторонний. Я бы рекомендовала брать металлический. Но тут вы смотрите по вашим личным предпочтениям, но он точно не сломается и хорошо скользит, у него нет никаких зазубрин. Прекрасный крючок. Берите сразу несколько размеров, если вы нацелены на долгое сотрудничество с тунисскими крючками, как раз чтобы поподбирать подходящую толщину для плотности. И напомню, что нить потоньше, крючок потолще. Вам для ориентира я пробовала вязать образец вот для нашего нового курса по диагональному пэтчворку. Я там вязала дундагой 6,1, то есть это примерно 420 метров на 100 грамм, крючком 4. И получилось вполне себе ничего. У меня два таких прямых, вот один потоньше, это 4, а это 5,5. Кроме того, у меня есть еще двухсторонний крючок. Зачем он нужен? Он нужен для кругового вязания. Круговое вязание, к сожалению, тунисское не подойдет для наших целей, для мозаичных, потому что при круговом вязании, помните, мы с вами вот подушки как раз вязали, у вас с одной стороны цвет один, а с другой стороны другой цвет, которым вы закрываете ряд. Да, то есть одним цветом вы набираете петли, другим цветом вы закрываете их, и получается, что у вас как бы вот этот прямой и обратный ряды связаны разными цветами, что, в общем, противоречит нужным нам условиям для получения мозаичного рисунка. Только если вы не возьмете два клубка одного цвета и два клубка другого цвета, и тогда, конечно, все получится, но это уже для меня лично довольно муторно. Ну и если вам все понравится, вы свяжете образцы и захотите связать плед, то, конечно, вам длины классического крючка, вот здесь 25, по-моему, сантиметров, вам не хватит. Вам просто не хватит длины, чтобы держать наборные петли. Для этого существуют тунисские крючки на такой вот трубочке. Эта трубочка очень гибкая. Идея в том, что вы набираете на крючок петли, они у вас начинают спускаться на эту трубочку, в конце трубочки есть стопер. И потом вы их с этой трубочки провязываете. У меня есть целый набор таких крючков всех возможных размеров, заказывала когда-то на Алиэкспресс. Имейте в виду, что очень важно, как соединяется крючок вот с этой трубочкой. В какой-то момент, конечно, он из нее вылетает. И если это дешевый набор, то вылетает довольно быстро. Кроме того, сама трубка очень гибкая, но она тоже пережимается и становится неудобно вязать. Поэтому для пробы можно взять какие есть, но если вы будете всерьез, если вам понравится, вы всерьез захотите для пледа купить себе такой крючок, выбирайте все-таки по качественнее, подороже, чтобы он вам дольше служил. В данном случае единственный плюс здесь у этих крючков, что они хорошо отшлифованы, хоть и деревянные, поэтому нить не цепляется, все нормально. Ну, в общем, для пледов это вот абсолютно решение проблемы. Это что касается инструментов. Теперь давайте немножко я вам покажу технических моментов, чтобы вы смогли связать любой мозаичный образец прямой. Итак, давайте попробуем что-нибудь уже связать. Сама техника простая. Единственное, чего вы пока, возможно, не знаете, это как провязывать столбики с накидом. Точнее, столбики, которые будут выглядеть примерно так же, как столбики с накидом при классической мозаике. Начинаем мы с набора цепочки воздушных петель. Набираем столько, сколько нам нужно для необходимой ширины. Допустим, там, да, вы набрали сколько-то.
Переворачиваем, начинаем набирать петли. Со второй петли от крючка вводим крючок вот в горизонтальную перемычку и петлю набранную оставляем на крючке, переходим к следующей. Набираем их максимально свободно, но равномерно, да, чтобы вот вытянутые петли на крючке у нас примерно равнялись по высоте. Вот таким образом мы набираем петли. Это и есть тот самый первый из двух рядов в тунисском вязании, который называется наборный. Может, он как-то по-другому называется, я называю его наборным. Не забываем про последнюю петлю, которая находится прямо около узелка. Вот мы набрали петли. Вторым рядом мы их закрываем. При этом каждый раз работает одно и то же правило. Первую петлю мы закрываем в одиночку, то есть протягиваем нить через нее только и все. Все остальные петли мы закрываем попарно, то есть протягиваем нить через каждые две петли. Вот поэтому я вам говорю, что это похоже на игру смычком, потому что видите, где я крючок держу? Вот здесь. Я легонько его так держу и вожу туда-сюда. Вот я закрыла все петли, я провязала классический тунисский ряд. Вот эти вот вертикальные столбики соответствуют столбикам без накидов классической мозаики. Поскольку мы здесь, так же как в классической мозаике, должны переходить на другой ряд, но здесь каждые два ряда получается, да, то есть мы набрали петли, вернулись, и здесь должны перейти на новый ряд, то вот здесь вот в последний момент, прежде чем протянуть нить через две петли, мы протянем нить, но уже другого цвета. Протянули, начинаем теперь вязать ей. Но что значит вязать? Точно так же набирать петли. Начиная вот со второй вот этой вертикальной перемычки, ввожу крючок и протягиваю нить через эту перемычку. Ввожу, не прокалывая насквозь полотно. Так тоже можно, но нам сейчас пока не нужно. А вот так вот под этой вертикальной перемычкой, под нее я ввожу крючок и вытягиваю нить. В конце вот здесь осталась последняя перемычка, и в конце всегда я поступаю одинаково. Вот здесь вот сбоку начинает формироваться косичка, она нам пригодится для красивого края. Так вот, последнюю петлю я вытягиваю из этой косички, вводя крючок за оба ее звена, вот таким образом. И вытягиваю нить. Теперь закрываю этот ряд. Первую петлю вяжу в одиночку, чтобы здесь сформировалась фронтальная косичка. Все остальные петли вяжу попарно, пока не дойду до последних двух и вернусь обратно к первому цвету. Провязала два ряда. Напоминаю, что вот эти вот вертикальные петли, столбики, здесь соответствуют столбикам без накидов классической мозаики. Вопрос, как же нам провязать столбик с накидом? То есть какой-то столбик, который будет визуально похож на столбик с накидом, чтобы рисунок начал наш формироваться. Очень просто, сейчас покажу вам. Ну вот, допустим, первые два столбика провяжем классическим способом, а вот следующий провяжем уже по-другому. Если вы обратите внимание, сейчас я возьму тонкий крючок, чтобы вам показать. Это мы пока вынем. Итак, казалось бы, чтобы провязать классический столбик, нам нужно вот сюда сейчас ввести крючок и вытянуть нить. Но мы посмотрим на столбик цвета вот этого розового в розовом ряду, который расположен ровно под этой вертикальной полоской. Вот он. Но крючок мы будем вводить не в него, а в обе его дольки. Вы спросите, а где же вторая его долька? Если приглядеться, то вот она. Она расположена сзади, как при вязании спицами. Обычно бывает долька петли, передней и задней. Так вот, это
задняя долька, она чуть скрывается за вот этими вот горизонтальными нитями, которые образованы обратным провязыванием ряда. Так вот, нам нужно будет ввести крючок вот таким образом, подхватив и левую, и правую дольку этого столбика. Сейчас мы это и сделаем. Итак, мы вводим крючок и за левую, и за правую дольку. Дальше, что важно, нужно нить чуть опустить вот таким образом. И теперь уже протянуть нить через наши обе дольки и еще раз через петлю на крючке. Получили вот такую конструкцию. Она и будет у нас соответствовать столбику с накидом в классической мозаике. Сейчас мы проделаем с вами этот фокус еще раз. И опять же, как и в классической мозаике, вертикальный столбик пропускаем. Дальше вяжем, например, один классический. И следом снова нам нужен, допустим, столбик с накидом. Снова ищем обе дольки. Вот так опускаем нить, протягиваем нить и еще раз через нить на крючке. Получили второй столбик. Вот они, те самые столбики длинные, которые будут формировать наш рисунок. Сейчас отдельно остановлюсь на нити, которые я вас прошу опустить чуть ниже. Зачем? Можно, по идее, было бы провязать и так. Вот она у меня здесь сверху лежит. Вот я здесь сверху ее захватила, провязала. Но видите, что здесь может быть? Из-за вот этого вот пространства, которое здесь образуется, может просвечивать нить контрастного цвета. И на рисунке, сейчас я вам покажу, во что это может выливаться. Вот в такие вот моменты, видите? Такие вот точки, которые образованы как раз потому, что эта нить видна. А видна она, потому что она просто расположена чуть поверх этого столбика. Поэтому, чтобы избежать этих моментов, которые вас могут немножко раздражать потом в полотне, просто опускайте ее чуть ниже, чтобы она максимально прикрывала этот столбик. Вот и все. Вот таким образом вы провязываете столбики, классические столбики с накидом, чтобы формировался рисунок. В остальном все то же самое, как мы с вами и вяжем обычные мозаичные узоры. То есть вы теперь знаете два необходимых столбика с накидом и без, и вы сможете абсолютно любых целей ваших достичь. Мы сейчас в курсе, вот, который я вот-вот открою по диагональному пэтчворку, как раз я чуть подробнее показываю на той схеме диагональной вязание тоже тунисским крючком, помимо классических. Там и по прямой будет, и из центра, но плюс мы еще тот узор попробуем в тунисской мозаике. И если вам интересно, как раз присоединяйтесь к этому практикуму. Итак, что я могу вам сказать в итоге? В целом я тунисской мозаикой довольна, я ее еще точно буду пробовать. Заменяет ли она для меня классическую мозаику? Нет, не заменяет, потому что я легко обрываю нить, и меня все устраивает с бахромой. Если бы я очень хотела без бахромы, то, конечно, вязала бы, скорее всего, ей. По поводу расхода пряжи считается, что тунисское вязание берет меньше пряжи, чем классический крючок, поскольку при провязывании этих столбиков тунисских мы просто вытягиваем меньше нити, чем при провязывании, например, столбиков без накида даже. Но на практике я этого не проверяла, сказать вам не могу. Ну вот толщина полотна только оставляет желать лучшего, но опять же это вопрос экспериментов. Очень интересно, были ли у вас эксперименты с тунисским крючком в принципе и в интерьерном вязании. Может, вы вязали классические пледы тунисские, может, вы уже пробовали мозаику. Подскажите тогда итоги ваших экспериментов, какую вы пряжу пробовали, действительно ли расход меньше, как у вас с плотностью все, устроило, не устроило, и вообще, как вам сам процесс тунисской мозаики в вязании именно. Спасибо большое, что были со мной. Приятного вам вязания, обязательно попробуйте. Будьте здоровы. Пока-пока.